Я собрал в этом ролике все главные принципы питания с точки зрения тибетской медицины, моего дедушки, доктора тибетской медицины, буддийского монаха Балбар-ламы, который прожил до 95 лет. Он меня всегда учил, как еда может тебя наполнить энергией, так и может тебя разрушить. В тибетской медицине питание – это не только поддержание жизнедеятельности нашего организма, но и главный способ исцеления нашего организма. Мой дедушка прожил 95 лет, и при этом он родился в Советском Союзе. Его родители в 30-х годах были вынуждены отсюда уезжать во внутреннюю Монголию. Оказавшись там, он уехал в Тибет. И потом, во время культурной революции Китая, попал в тюрьму китайскую. Все эти сложности, трудности он пережил. При этом я какую-то часть жизни с ним жил в таких условиях, где о комфорте говорить было не о чем. Но при этом он прожил активную жизнь до 95 лет. Он делал хирургические операции, если это нужно было, например, удаление аппендицита или катаракты и так далее. Принимал антибиотики, если ему доктора назначали. Но при этом он вел такой образ жизни, при котором не предполагалось назначение ежедневных каких-то таблеток для поддержания артериального давления, для уменьшения боли в суставах. Все те таблетки, которые принимают люди для того, чтобы комфорт жизни не нарушалось. У него без таблеток с комфортом все было нормально. Даже в 92-3 года он летал в США обратно и чувствовал себя активно, может в день перелета ходить по городу. И я всегда на это смотрел, восхищался и хотел, чтобы у меня жизнь такой же была. И, конечно, я у него спрашивал, как сделать так, чтобы я прожил долгую, счастливую и активную жизнь. Этот ролик будет интересен особенно моим новым зрителям, так как они только знакомиться с принципами тибетской медицины и с моей деятельностью. А вот мои постоянные зрители, скорее всего, это слышали во многих моих роликах предыдущих. Я думаю, что будет вам интересно то, что я собрал все в один ролик. В этом ролике не будет конкретных советов. Делай это, делай то. А дам принципы правильного питания с точки зрения тибетской медицины, которые вам помогут создать тактику, опираясь на эти принципы, и достаточно гибкую тактику именно в вопросе питания. Первый принцип. Идеальный рацион – это тот, который соответствует вашей доши. Вы можете про конституцию с точки зрения тибетской медицины посмотреть в моем ролике. Существует 3 доши – ветер, желчь, слизь. И нужно питаться согласно своей главенствующей доше. Чем ближе будет соответствовать ваше питание вашей доши, оно будет вас заряжать энергией, улучшать ваше здоровье, а не отнимать энергию. Например, люди ветра, они должны есть больше маслянистой еды, животного происхождения, белок и так далее. Ну и при этом растительные тоже можно. А вот люди желчи, они больше овощей должны есть, больше зелени в их рационе должно быть, больше клетчатки должно быть, цельнозерновых продуктов и так далее, и больше пить воды. А вот слизи, они должны меньше углеводов потреблять, меньше слизиобразующих продуктов, выпечек, булочек, кисломолочных, молочных продуктов и так далее. Моя конституция – ветер, желчь. И я придерживаюсь питания и ветра чуть-чуть, и желчи. В основном я делаю, как мне дедушка советовал, в летнее время я питаюсь как человек ветра, летнее-осеннее, а вот зимнее, весеннее время, как человек конституции желчи. Это на самом деле главенствующий принцип питания с точки зрения тибетской медицины. Второй принцип питания моего дедушки, и он всегда это говорил мне, ты должен всегда просыпаться утром голодным. Если по утрам у тебя нет голода, а наоборот чувство тошноты или отвращения еды и так далее, то значит, что что-то ты делаешь неправильно. И это ведет тебя к разрушению и не приведет ни к чему хорошему, а приведет к болезням. И с тех пор я всегда по утрам, действительно, я готов съесть все, что угодно. Особенно, если я пробегу еще 10 километров, а это у меня бывает раз 5 в неделю, я прихожу, готов съесть все, что угодно. Чаще всего завтрак у меня ждет, бывает. Но иногда бывает так, что жена уезжает по своим делам, и завтрака не бывает. Вот тогда я могу съесть все, что угодно. У нас всегда дома
бывают сухари, финфлеер такие, ржаные сухари. Я этот сухарик беру, все, что нахожу в холодильнике, это может быть сливочное масло или творог какой-нибудь, или все это зачерпываю и съедаю, и запиваю черным чаем. Без сахара, конечно. И ухожу домой. Но забыл сказать, перед этим я могу пару гневных сообщений написать своей жене. Потому что голодный человек, он злой. Особенно Конституция ветер желчь. У него желчь начинает кипеть внутри прямо. Следующий принцип. Время приема пищи. О чем я всегда говорю. Но здесь дедушка, кстати, отличался от моего совета тем, что он говорил: ешь 2 или 3 раза в день. Если у тебя короткий промежуток, то есть приема пищи, пищевое окно маленькое, тогда 2 раза в день. Если у тебя пищевое окно большое, то 3 раза. Но так как я спортом занимаюсь, много затрат энергии и так далее, я ем 3 раза в день. Завтрак где-то у меня ближе к 8, обед ближе к часу и ужин до 6. Дедушка мой питался 2 раза в день. Он как стал буддийским ламой, монахом, он мне говорил, что он с тех пор, с 10 лет, практически 2 раза питался. Но были времена, когда и 2 раз питания не было, потому что еды не было. Хочу ответить на вопрос моего зрителя, который говорит, что в 5 просыпаюсь, в 8 надо быть на работе, когда мне завтракать. Если говорить о распорядке дня моего дедушки, то так как он был буддийским монахом, у него подъем где-то в 4-5 утра всегда было. И он завтракал в 6 где-то. Потому что утром медитация утренняя час занимал. После 6, 10-11 у него был перекус. Это даже не обед, а чаепитие, перекус. 3-4 часа он уже полноценно обедал и ужинал. До 4 дня. И он говорил, что когда в молодости я вообще питался и до 3 дня. И отход ко сну у него было где-то 8-9 вечера. В любое время, в любом месте он никогда не нарушал свой распорядок дня. Хотя, когда я вырос, уже у меня распорядок дня совершенно другим был. Его это не касалось. Когда нужно, он шел, засыпал, утром просыпался, делал все как привык. Поэтому режим дня – это личное дело каждого человека и самодисциплина. Когда я говорю, завтрак нужно делать с 7 до 9, обед с 12 до 2, ужин с 5 до 7, я это имею в виду, для большинства людей такое время подойдет, потому что люди хотят услышать конкретное время. Но если кто-то не может в это время, с 5 до 7 может, пожалуйста, с 10 до 12 обедать нужно, да, и с 3 до 5 ужинать нужно. Но только ужин не должен быть после 7 вечера. 4 принцип. 1000 шагов после любого приема пищи. И он этот свой принцип всегда выполнял. Позавтракает, ходил и по дому, я рассказывал, и на улице выходил. И я тоже стараюсь это делать, потому что пообедаю, после обеда я всегда иду пешком до работы. Или позавтракаю, после завтрака тоже пешком хожу. Или двигаюсь, что-то делаю. И после ужина, у меня ужин на работе происходит в основном, и у нас коридор длинный, и после ужина могу много пройти. Поэтому этот принцип очень важный, и он важен тем, что движением мы помогаем своей пищеварительной системе быстро переваривать еду. И с точки зрения тибетской медицины считается, чем дольше еда задерживается в желудочно-кишечном тракте, тем больше она вредит нашему здоровью. То есть еда должна перевариваться столько, сколько она переваривается. И имейте в виду, переусердствовать с физической активностью прямо после еды тоже нельзя. Бегать, прыгать, поднимать тяжести нельзя. Просто ходить 1000 шагов. 5 принцип. Дедушка говорил, ни в коем случае нельзя есть новую еду, пока старая не переварилась. Если перевести на наш язык, то это убрать все перекусы. Вот, например, мы позавтракали, после завтрака через 2 часа нам хочется что-нибудь съесть. И мы съедаем. Это перекус. Потом обед. Этого нельзя делать. Это нарушает принцип питания с точки зрения тибетской медицины. 6 принцип. Не будь избирательным в еде. Ты должен всегда к приему своей пищи быть голодным. То есть готов съесть все, что у тебя есть. Если ты не готов это сделать, а хочешь именно определенную еду, значит ты не голоден. Значит ты либо переедаешь в основное время приема пищи, либо что-то неправильно делаешь. Может, перекусы есть. Поэтому
Если вы на ужин говорите: фу, опять эту рыбу, значит вы не голодны, вы можете пропустить ужин. А если вы едите с удовольствием эту рыбу, значит все хорошо. Следующий принцип, на первый взгляд противоречащий предыдущему принципу: лучше остаться голодным, чем есть все, что попало. Тут как раз-таки имеется в виду про вредность еды. Например, вы пошли в кафетерию, а там только пирожные, углеводы, и нет выбора. Лучше отказаться от этой еды и остаться голодным, чем съесть. Можно просто выпить пустой чай. 8-й принцип – правильно сочетать продукты. Здесь имеется в виду даже не сочетание самих продуктов друг с другом, а больше имеется в виду, какие продукты есть за завтраком больше, какие продукты за обедом и какие продукты за ужином. Например, с точки зрения тибетской медицины, завтрак – это время жира, когда мы можем себе позволить животные жиры, растительные жиры. Обед – это время белка, когда мы можем позволить себе растительные белки, животные белки, да? А ужин – это время термически обработанной клетчатки, волокон, когда мы можем себе позволить вареные, тушеные, на пару, на гриле, приготовленные овощи, плюс нежирные сорта рыбы, мяса или тофу, растительные белки, или чечевицу можно даже. Но за ужином углеводов не должно быть. 9-й принцип исходит из предыдущего тоже. Правильно подбирать калории под свой образ жизни. Образ жизни здесь имеется в виду даже климат, какой образ жизни мы ведем, малоподвижный, подвижный, занимаемся спортом, не занимаемся, где мы живем, в деревне живем или в мегаполисе живем, кем мы работаем, может, ландшафтным дизайнером или же просто офисным работником, которому нужно целый день сидеть перед компьютером. Все это имеет значение на самом деле по отношению к питанию. Например, я рассказывал вам, что я за обедом могу и пиццу съесть, и при этом я не буду испытывать угрызений совести, потому что я утром пробежал 10, возможно, и вечером пойду позанимаюсь. Но это мой образ жизни, это не занятие я сделаю, потому что я съел пиццу. Просто это делаю ежедневно, и это мои привычки, это мой образ жизни. Например, человек работает целый день за компьютером, айтишник, не занимается спортом, работает мозгами и ест все подряд, много калорий, потому что он думает, что его мозгу требуется калорий. Он не мозг свой кормит на самом деле, он кормит свое тело, и тело в ответ начинает разрастаться. Появляется висцеральный жир, объем талии начинает расти, и все это приводит к тому, что у него в организме появляется благодатная почва для развития всех хронических заболеваний. И 10-й принцип – это способ приготовления еды с точки зрения тибетской медицины. Этот принцип на самом деле очень важный, потому что в тибетской медицине существует понятие вкуса еды и понятие свойства продуктов. Все продукты делятся по свойствам на 3 категории – холодные, нейтральные и теплые. При приготовлении продукты меняют свои свойства и даже меняют свой вкус. Вообще про вкусы я хочу сделать отдельный ролик. С точки зрения тибетской медицины, вкусы в контексте питания очень сильно влияют на наше здоровье. Если вам интересно, напишите в комментариях. Как влияет способ приготовления на продукты питания? Например, мы говорим, что все кисломолочные и молочные продукты – это слизеобразующие продукты холодного свойства. Но, например, творог, если мы приготовим в виде творожной запеканки или в виде сырника, то творог меняет свойства, становится менее слизеобразующим продуктом. И такой продукт, даже кисломолочный продукт, можно уже съесть за ужином. И даже можно сверху добавить капельку сметаны и потертых ягод. А вот если говорить про холодного свойства продукты, то в тибетской медицине эти продукты считаются продуктами, ослабевающими огонь пищеварения. Но это не значит, что плохо. Например, если вы любите салаты, и вы хотите его есть всегда, и вечером, и днем, в этом нет ничего плохого. Но заправьте салаты кунжутным маслом, который имеет самые горячие свойства всех растительных масел, да? Или добавьте туда орешки, еще добавьте туда какие-нибудь согревающие специи из всех перечисленных. Можете выбрать какие-то: имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Все, салат ваш уже не холодного свойства продукт.